этих недолгих 5 лет сделано немалое. Какой самый значимый для вас проект? Ну, самый значимый проект и, скажем, первый проект, который именно СВИК продвигал, это Skyway. Потому что этот проект, который необходим каждому человеку на планете, и мы и по сегодняшний день собираемся продвигать этот проект, внедрять там, где мы работаем. Потому что без этого проекта невозможно, скажем, реализовать глобальные планы вообще мирового сообщества. Да? Транспортная система сегодня находится в стопоре. Поэтому это, конечно же, очень сильный проект, это глобальный проект, который мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать всегда. Если говорить еще о таком значимом, да, это, конечно же, NEMI, то есть новая экономическая эволюция мира, потому что без нее невозможно будет реализовать Skyway. Потому что в ближайшие 10-15 лет пройдет полная роботизация, автоматизация процессов, где может наступить такой социальный коллапс, который еще в мире не видел никто. И в фантастических фильмах, когда нам показывают, это могут быть только цветочки. Поэтому одна из наших задач в ближайшие 10 лет, ближайшие максимум до 2028 года, реализовать программу NEMI хотя бы на 15%. То есть чтобы 15% населения были участниками этой программы NEMI. Потому что когда люди имеют возможность хорошо жить, хорошо питаться, отдыхать, тогда у них появляется потребность к творческому потенциалу, они могут заниматься тем, что им нравится, они могут идти по пути своего предназначения, приносить огромную пользу миру. И вот тогда проект Skyway может реализоваться с сумасшедшей скоростью. Наша цель в ближайшие 5 лет, на десятилетие юбилей компании, чтобы было нас уже больше, чем 1 миллиард активных пользователей программы NEMI. Тогда мы Skyway построим за считанные, за 10 лет максимум, то есть к 1935 году. Я уверен, что когда нас будет миллиард человек, к 1935 году Skyway мы построим по всему миру. Ну и самая главная задача – это вывод вредного производства за орбиту Земли. Мы поддерживаем ЮНЕСКО в этом отношении тоже, потому что все понимаем, что экологический фактор играет большую роль. И так как прирост населения всегда будет расти, прирост населения будет увеличиваться, без этого не обойтись. Есть два пути у человечества. Либо кто-то придумает что-то для того, чтобы снизить рост человечества, да, либо создавать потенциал роста и полезности всему обществу, и тогда общество будет расти процветающей, богатым сообществом во всем мире. И вот это наша главная задача. Третий проект, который я считаю, без которого невозможно построить ни NEMI, ни Skyway, это, естественно, объединение генералы мира. Потому что без мира на Земле мы не сможем ничего сделать. Нужно, чтобы каждый человек понимал, что мы за мир во всем мире, что мир является главным аспектом, главным фактором движения. Потому что когда люди воюют, им уже не до того, они спасают свою жизнь. Им приходится брать оружие в руки, защищать свою семью. Мышление человека становится на уровне неандертальца, за выживание, борьба, да. Поэтому наша задача, естественно, это 3 в 1, скажем так, да. Это привнести мир человечеству, то есть через объединение генерала мира. Это быстрейшая реализация NEMI и, соответственно, быстрейшая реализация проекта Skyway и вывода вредного производства за орбиту Земли. Программа CryptoUnit как будет способствовать реализации новой экономической эволюции мира? Во всем этом должно быть что-то, что объединяет людей. Сегодня объединяют людей деньги. Сегодня деньги являются учетно-расчетным средством, даже не платежа, а учетным расчетным средством в том, чтобы люди друг друга обменивались какими-то полезностями. Да? Одному нужна одежда, другому нужно питание, третьему нужно, может быть, еще что-то. Да? И деньги являются формой взаимообмена. И поэтому CryptoUnit является, скажем, формой взаимообмена, но в новой логике Interchange System, то есть системы взаимообмена между пользователями. Потому что все говорят, это в фантастических фильмах есть, это в книгах пишется, что рано или поздно мы уйдем от так называемых денег вообще. Но деньги должны стать потенциалом оценки личности, да? То есть и здесь деньги и, скажем, учетно-расчетные системы, они поделятся на 2 категории. Категория так называемых чистых денег, категория грязных денег. Сегодня, к сожалению, чистые или грязные деньги устанавливают категорию финансовая система мировая, да, а не люди. Наша же цель, чтобы люди оценивали, это чистые деньги или это грязные деньги. Да? Если это чистые деньги, то, соответственно, чистые деньги будут помогать развитию еще общества. А грязные деньги, они будут просто снижаться в стоимости, и они ничего не будут стоить. Поэтому одна из главных задач, если говорить о CryptoUnit, это первое – создание глобального инвестиционного портфеля и создание единицы меры в мировом сообществе. Меры именно
инфляции. Потому что инфляция сегодня настолько зашкаливает за последние 40 лет, что вот кто изучал мои курсы «8 правил частного инвестора» и говорил об уровне инфляции за последние 40 лет, это в среднем 137% годовых за последние 40 лет уровень инфляции. Хотя многие государства говорят 4, 5%, 8%, совсем это не так. Так вот, мы хотим и ставим перед собой цель, чтобы криптоюнит стал такой вот мерилом инфляции. Это раз, да, один криптоюнит, поэтому мы выпустили юбилейную монету в 35 грамм. Это сегодня по курсу 1650, где-то $1680 за эту монету 35 грамм, да. И в будущем, чтобы это стало единицей, скажем, мерила инфляции, да. А так как наша цель привнесение каких-то полезных вещей, эти все вещи должны, чем больше количество людей пользуются, тем ниже цена должна быть взаимообмена этой единицы пользования. Поэтому криптоюнит, мы считаем, что две функции. Первая – это глобальный инвестиционный портфель, который даст возможность всем людям на планете стать участниками этой программы для того, чтобы стать сейчас или в будущем совладельцами многих предприятий, полезных предприятий, которые будут служить на благо сообщества, а не на вред и разрушение. Поэтому криптоюнит – это большое будущее. Сегодня мы видим, что происходит. Он пользуется большим спросом. Сегодня в программу вступают все больше и больше людей. Сегодня у нас уже больше 750 тысяч человек, которые поддерживают эту программу. К Новому году мы планируем 1 миллион, а уже к следующему году, я думаю, мы подойдем к цифре от 10 до 15 миллионов людей, которые поддерживают это направление. Какие меры безопасности будут предприняты по защите глобального инвестиционного портфеля? Есть несколько видов безопасности. Это физическая безопасность, это финансовая безопасность и это энергоинформационная безопасность. У нас есть специалисты, которые работают во всех этих направлениях. Самая главная форма безопасности, на мой взгляд, это блокчейн. Поэтому мы в стадии разработки своего собственного блокчейна с выпуском своих собственных токенов. Не только своих собственных токенов. Мы хотим сделать что-то похожее на эфир, где на основе эфира многие пользуются. Но эфир немножко другая функция его. Да? Мы же хотим, чтобы наш юнит стал основой для создания ценности того или иного, скажем, субъекта, того или иного, может быть, той или иной корпорации, которая на основе нашей монеты, на основе нашего блокчейна сможет сформировать свою собственную единицу меры, и эта единица мера может расти. Все говорят, многие специалисты, что в ближайшее время многие корпорации перейдут на свои собственные какие-то баллы, какие-то коины, и так далее, и так далее. И вот мы хотим в этом плане, так как мы создаем interchange system, то есть систему взаимообмена между пользователем, и должна быть единица меры определенная. Вот эта единица меры может стать юнитом, то есть тот юнит, который у нас есть в кабинете, наша цель его сделать криптоюнитом, а соответственно на базе его создать именно потом, не то что создать, он создается, но наложить на основе его криптоюнит. И тогда это блокчейн, это децентрализованная система, безопасность физическая, если говорить, да, она будет в полном объеме. А вот уже энергоинформационная безопасность, мы работаем над созданием энергоинформационной безопасности еще при Skyway, когда мы Skyway, скажем, активно продвигали. В этом плане у нас все нормально. Финансовая безопасность. Сегодня все больше и больше людей приходят, которые хотят помочь нам, и мы действительно, скажем, создаем в будущем и сейчас отделы так называемого народного контроля, и все, скажем, направления, которые финансируются нами, они обязательно должны быть под народным контролем. Поэтому одна из задач – это обучение людей, как необходимо проверять, что такое инвестиции, что такое финансы, как они работают, где эти финансы могут скрываться. Потому что иногда многие предприятия, в которые мы можем вкладываться, они могут скрываться и ложить по карманам, грубо говоря, слово скажу, тырят по карманам. Да? Для того, чтобы этого не происходило, должна быть система контроля, а в Interchain System будет как раз эта система контроля финансовой безопасности. Но еще должны быть, конечно же, люди, которые должны приходить и еще проверять на местах. Какой мечтаете видеть свою компанию к следующему юбилею, через 5 лет? Через 5 лет, это 2024 год, у нас есть не прогнозы, скажем так, а наши планы. То есть у нас есть цели, конкретные четкие планы до 1 октября 2024 года, 1 октября 2028 года, но мы хотим до 2024 года, чтобы стоимость активов криптоюнита, программы криптоюнита, да, оценивалась более чем 10-100 триллионов долларов. То есть минимально это 10 триллионов, максимально 100 триллионов долларов. Да? Это наши планы, и мы хотим к этому прийти, и знаем конкретные четкие цели, как к этому можно прийти. Потому что любую цель можно сделать реальной.
Вы же знаете, что я, кто не знает, а узнаете, что я мастер по реализации мечты. Я знаю, что любая мечта, она реальна. Вот любая мечта реальна. Главное выстроить четкие цели, четкие действия прописать и к этому идти. Если мы не придем даже к 2024 году, значит мы придем к 2028. Но если вдруг не придем к 2028, ну мало ли, может быть мы где-то ошиблись в своих действиях, и мы увидим, проанализируем ошибки, в любом случае мы к этому придем. 100%. Поэтому, хотим, конечно же, к 2024 году, чтобы это было порядка 15% населения в наших рядах, 35% экономики задействовано в поддержку экономического развития тех или иных стран. Это 35% экономик, да, которые вложится криптоюнит. И, естественно, созданный объем от 10 до 100 триллионов долларов. И стоимость компании в это время должна быть на уровне 10-100 триллионов долларов. Минимальная стоимость компании. А у меня к вам один вопрос. Чтобы быть в состоянии успеха, надо пребывать в состоянии творчества. Какой вид творчества наиболее близок к вам и как он помогает в раскрытии вашего потенциала? Творчество, скажу так, для того, чтобы творческий потенциал возрождался у человека, необходимо иметь безмерную любовь. И я предлагаю людям, кто не может найти свое творчество, да, начните признаваться в любви своим детям, мамам, папам, жене, девушке, там, парню, там, если вы девушка, да. Потому что чем чаще мы говорим «я тебя люблю», тем сильнее в нас созревает творческий потенциал. Поэтому через любовь мы получаем так называемый рост творческого потенциала. А творчество, оно может быть в разных секторах. Мне, допустим, нравится создание финансовых вот этих всех категорий, там вот как программа CryptoUnit. Но также, если говорить о творческом личном себе, да, я вот занимаюсь потихонечку. Это там судомодельное такое, знаете, судомодельное. Потом хочу вот большие суда сделать. Сначала маленькие, потом большие. Там писание картин, написание книг. Сейчас очень много материала хочу создать такого, который будет помогать другим людям. И еще один из важных моментов, который я тоже, когда я говорю, я уйду на пенсию, у нас будет выборная должность управляющего президента, вот как меня, да. Я надеюсь, что после десятилетия мы начнем это вводить в жизнь, когда все люди, держатели программы CryptoUnit, будут выбирать управляющего президента. Тот, который еще сильнее продвинет компанию, да. И этот управляющий президент займет мое место, а я начну писать некоторые книги, потому что у нас много есть слов, которые неправильно говорят. Так, знаете, справочник слов, где нужно правильно слова еще говорить, да. Ну и один из важных моментов, который я сегодня уже потихонечку изучаю, это квантовая физика, потому что это, я считаю, будущее направление всего человечества. И квантовая физика, она может дать сумасшедший потенциал роста, слово сумасшедший, наверное, плохое, стремительный потенциал роста в развитии вообще личности и человечества. Поэтому это тоже один из моментов, который прописан у меня, кстати, в планах, не просто там вот творчество, я это хочу, это у меня прописано уже давно, и потихонечку ко мне встречаются разные люди, которые занимаются этим направлением, делают направление. Поэтому, чтобы развивать творческий потенциал, признавайтесь почаще в любви, любите людей, любите себя, конечно же, в первую очередь, все вокруг, там, своих родных и близких, и говорите почаще им эти слова «я тебя люблю».